Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас решила приготовить хлеб из цельнозерновой муки с отрубями. Для того, чтобы приготовить этот хлеб, нам нужно 100 миллилитров воды, 100 миллилитров молока. Все это должно быть не выше 40 градусов. 50 грамм отрубей, 200 грамм муки, чайная ложка меда, чайная ложка сахара и столовая ложка растительного масла. И масло для того, чтобы смазать форму. Приступим. Так, берем. У меня уже тут разведено, вернее, соединила молоко с водой. Начинаю готовить дрожжи. Высыпаем. И их хорошо перемешиваем с молоком и с водой. Растворяем дрожжи в воде. Так, вот должна получиться такая вот штучка. Ну и все, дрожжи у меня растворились, и оставляем их примерно на 15 минут, чтобы образовалась шапочкой. Так, и добавляем сюда пару ложек столовых муки. Перемешиваем все это и оставляем на 15 минут. Так, вот, тесто у нас подошло. Вот такая красивая шапочка получилась. Сейчас покажу даже вам ее. Вот видите, какая шапочка получилась. Вот. Вот все. И начинаем давлять все потихонечку, помаленечку. Так, это перемешаем. Очень и очень. Добавляем чайную ложку меда. Цветочного, горного. Мед ароматный, вкусный. Перемешиваем. Так, отставляем в сторонку и займемся обжариванием я забыла, как это называется. Берем отруби и обжариваем их на сковородке. Так, здесь у нас 25 грамм овсяных отрубей и 25 грамм пшеничных отрубей. Всего вместе у нас 50 грамм получается. Высыпаем на сковородку. И обжариваем до золотистого цвета. Так, получился такой у нас вот цвет коричневый. Дадим немножечко им остыть, а за это время мы сейчас добавим муку и масло.
Масло нам нужно столовая ложка. Растительное масло, без запаха. Простое масло. Ну, вот так вот где-то я положу. Все перемешаем. И добавляем муку. Сейчас я сделаю 200 грамм муки. Потом, если нужно будет, я еще добавлю муки. Масса у нас получилась. Даем ей постоять немножко. Сейчас отруби у нас остынут. И мы будем все это вмешивать. Так, вот отруби у нас уже такие. Рука терпит. Температура отрубей хорошая, рука терпит. Можно высыпать. Распределяем. И еще раз замешиваем все это. Соли. Соли я забыла добавить. Добавляем еще чайную ложечку соли. Обязательно. У нас какой хлеб без соли. Все, вот это все перемешивается. Ну все, и оставляем еще минут на 15-20 для того, чтобы тесто подошло. Так, вот тесто у нас увеличилось в объеме. Не сильно, конечно, дала я ему подниматься сейчас, потому что я его подмешу, положу в форму, и уже он будет в духовке при температуре 50 градусов доходить. Так, вот так вот разровняю. Все, выкладываю тесто. Он такое хорошее получилось. Хорошо подходит. Достаточно. Но оно очень липкое, поэтому его нужно будет обязательно немного вымесить еще с мукою. И потом еще покажу, что мы дальше будем делать. Так, начинаем. Вот таким вот образом. Вот так вот немножко подмешиваем муки. Ну вот с цельнозерновой муки тесто всегда вот такое получается липучее, потому что это не такая белая мука. И поэтому сейчас мы его потихонечку соберем. Кучку. Вот как-то таким вот образом. Еще раз соберу сейчас всю муку. Вот видите, как тесто сильно липнет? Вот оно такое и будет, потому что это, еще раз повторяю, цельнозерновая мука. С ней всегда тяжелее работать, чем работать с простой мукой белой высшего сорта.
Так, берем отруби и немножко вот так вот. Вот таким вот образом. Припыляем. Катаем наше тесто, чтобы катать туда отруби. Так вот. Так, смазываем форму растительным маслом. Все хорошо, тщательно надо смазать все бока, низ. Таким вот образом. И опускаем тесто в форму. Даже немножко можно сделать так, чтобы он хлебушку придать форму именно такую вот. Ну все, и ставим это все до подъема. Сколько нам нужно времени, я вам не могу сказать, я потом вам скажу, сколько это нужно будет времени, чтобы оно поднялось. Потому что каждый раз замес все равно разный. Каждый раз и мука, вода, температура, атмосфера воздуха и так далее. Это все разное. Примерно на сколько времени, чтобы оно поднялось, я вам скажу. Я ставлю в духовку на 50 градусов. Ну вот, прошло 20 минут для расстойки. Вот так вот поднялся хлебушек наш. И сейчас я прибавляю на 200 градусов. И оставляю минут на 35-40. Не 35-40 минут прошло. И достаем наш хлеб из духовочки. Так, сейчас я сразу его. Вот такой вот хлебушек получился. Сейчас я его вытащу из духовки, из формы. И пока оставлю, чтобы он немножко отдохнул. Прикрою полотенчиком. Сюда. Так, ну вот, хлеб наш немножко отдохнул. Сейчас мы разрежем его и попробуем. Ну, вот такой хороший хлебушек получился. Вот такие у него воздушные пузырики. Ну, он достаточно такой плотный. Хороший хлебушек получился. Ароматный. Из ароматность дается то, что мы поджарили немножко отруби. Очень вкусно. Корочка хрустящая, мякушка очень-очень мягкая и нежная. Готовьте. На здоровье.